И сразу я тебе хочу сказать, знаешь что? На твоем кавере на любимку 1,8 миллионов просмотров. Ты вообще это видел? Да, видел. Ну и что ты думаешь с этим делать? Я захожу к тебе в лобби. Ты будешь продолжать как-то сольную карьеру? Ну, я думаю, что в дальнейшем что-нибудь можно прикольное придумать. Пока не началась игра, рассказывай, сколько дней ты находишься в самоизоляции, сколько дней прошло с времени того, как ты не выходишь на улицу и соблюдаешь карантин. И соблюдаешь ли ты его так, как его соблюдают все? Ну, вообще, вот как у нас буткемп был среди московских, и вот я приехал домой и не выходил из дома, то есть уже где-то 32 или 30. Вообще не выходил? Вообще не выходил, да. То есть ни разу? Да, у меня вот 30 дней последние Онюк нашла. Последние вообще 30 дней это, знаешь, компьютер плюс сон. Компьютер плюс сон. Расскажи о своем графике. Ну, график, он варьируется от того, что у нас, допустим, тренировка или нет есть. Если у нас есть тренировка, то просыпаюсь где-то в 11:30-12. Угу. Потому что в 12:30 уже сбор. Там умылся, допустим, позавтракал, и вот сажусь сразу работать с командой. Сколько времени теперь на тренировки вы тратите? Ну, командные тренировки у нас начинаются с часу и там до 8, потом до вейта, допустим, занятия с Андреем, может так. Вот, играем сейчас 4 минуты практики, иногда по 5, иногда по 6. То есть график варируется тоже, он не единый, знаешь. Вот, а выходные, не знаю, как-то нужно стараться просто больше индивидуальной игре уделять времени. Сейчас уже скоро турнир Road to Rio. Ну, чувствуешь, что сильно график сбился? Ну нет, просто, знаешь, устал дома сидеть, хочется какие-то турниры именно, ланы. А в онлайне как-то не то чтобы скучно, но просто надоедает, знаешь, какая-то рутина так. Хочется встречаться с какими-то людьми просто, с командой тоже увидеться уже. А как с питанием? Я, например, уже плюс 5 кг набрал, если честно. Сидя дома. Я на полном серьезе говорю. Я пытаюсь контролировать, я понимаю, что сейчас, когда... Лёха, убей! Давай, Лёха, оставляйте второго. С питанием, знаешь... А у меня я лоу понимаю, хп. что сейчас сидячий образ жизни, и Ага. нужно следить пристально за этим и не перебарщивать. Вот, так что стараюсь как-то за этим следить. Просто меньше кушать, больше пить воды. Вот. Играешь еще в какие-то игры, помимо Counter-Strike? Ну да, иногда в Valorant играю с друзьями. Там у нас там типа такая командочка, которая на турнирах ходит. Иногда там просто различные. И иногда там могу в доту поиграть. Но все равно большую часть своего времени в фейсы это всякие. Ретейки, там арены всякие. Ну, то есть разные сейчас режимы. Слушай, если честно, мне часто пишут, обрати внимание, что игроки Нави начали играть в Valorant. Мы очень сильно переживаем за ребят. И что ты скажешь по этому поводу? Да, а что переживать? То есть новая игра, она вышла, всем просто интересно было бы мне посмотреть, что за игра, потому что все говорили, что это игра убийца, CSGO и так далее. Мне интересно, как будет именно профессиональная сцена этой игры выглядеть. Потому что паблики, мне интересно там побегать за разных героев, там скиллы понажимать. Ну, то есть это такое. Ну как ты думаешь, это временный хайп или все-таки у этой игры есть будущее и начнутся соревнования, турниры? Помнишь, думаю, как в любом Fortnite случае- появился, когда? Мгм. Да, я думаю, в любом случае в будущем будут какие-то соревнования и турниры проводиться. Но насколько будет хайпово и сколько людей будет много играть, это будет уже понятно, так тяжело сказать. Но мне кажется, игра прикольная, и в нее достаточно людей будет. Оу. Слушай, ты видел, Трэвис Скотт презентовал свой сингл и дал виртуальный концерт Да, я во видел. время Слушай, игры вчера Fortnite? Ты видос смотрел вчера онлайн? видел. Не, я вчера смотрел просто видос на ютубе, запись. Вообще это выглядело, не знаю, как-то прикольно и кайфово. Я читал, что где-то 12 миллионов там игроков собралось и так далее на разных серверах. Ну, то есть, могу сказать, что они просто делают вещи, которые никто не делает. Играет мелодия, когда ты получаешь MVP, и мне кажется, что зрителям может быть плохо слышно. Я пытался ее отключить, и таймер прогавил. Это, кстати, новая музыка, которую добавил в CSGO недавно. Я приобрел себе одну. А я заметил, ты любишь вот эти все хайповые штучки артистические, да?
Конечно. Если была любимка, я бы статрек любимку купил. Да, зачем ты скучаешь сейчас? На Ой, ну карантине. совсем. Я вообще, знаешь, такой человек социальный, который любит, в принципе, общение и, допустим, походы в какие-то даже места, там, погулять с друзьями, и для меня грустно, то, что я сижу дома, там, то есть у меня виртуальное общение там с друзьями, могу попереписываться, пообщаться с ними, но увидеться именно, знаешь, и порофлить, так поржать над чем-нибудь невозможно сейчас. Ну, можно, конечно, там намутить пропуск, как-то встретиться, но это опасно. О, нет! Я справился. Ну хорошо, расскажи, куда бы ты сейчас сходил? В кинотеатр, в ночной клуб, в ресторан, погулять в парк? Или, может быть, ну, куда-то еще? Твой личный вариант. Слушай, я думаю, после карантина я вот прям по списку и Еще стрёмно, когда авиасообщение откроют, не знаю, в России. Потому что много слухов у меня вот от знакомых, что могут и в ноябре там открыть, могут и в следующем году, и стрёмно, знаешь, потому что хочется турнира посещать. Если в следующем году только откроют самолеты, то, я не знаю, год в онлайне играть, это стрёмно, согласен? Да, конечно, вообще ситуация не очень хорошая. Ты веришь в меня сейчас? Я верю в тебя нереально. Последний раз, когда я спросил, ты веришь в меня, мы лан выиграли. Да. Главное в голову целься. О, вот. Ничего не изменилось, Лёв. Когда ты в меня веришь, мне всегда будет. Что вообще по поводу Рио? Как система онлайн-отбора? Вам нравится вообще в команде? Вы обсуждали это уже? Слушай, ну вообще система достаточно прикольная по регионам. Мне кажется, это более честно по регионам. Но то, что в онлайне проходит, знаешь, я вот не очень рад. Было бы прикольно, если бы все вот эти турниры, которые дают очки на проход на мажор, они были бы все в лан-части. То тогда это было бы прикольно. А вообще то, что так поменяли полностью мажор-систему, мне кажется, это прогресс на будущее. В будущем это будет круто работать. Он мне в блайнде убил. Ну ты справился. Да, этот скоростной юсп, это, конечно, интересно. Скоростной А что ты думаешь про начисление очков? То, что за мажор там дают определенные, это, конечно, правильно они сделали, потому что, ну, знаешь, нельзя как-то полностью убрать прежние заслуги, ну, допустим, с последних мажоров. И вот, допустим, у нас ушел Даня Зевс, и у нас 120 очков должны снять, и у нас 480 сейчас, а не 600, потому что все топ-8 получают, там, по-моему, с 3 по 8 место получают 600 очков, и вот у нас 480 из-за того, что замена в команде произошла. Ну, вообще прикольно, то есть чем ближе именно вот эти Road to Rio турниры к самому мажору, тем больше очков там дают. Но, опять же, это прикольная система, я считаю. То, что по регионам, то есть, мне кажется, это дает больше шанс пройти разным командам. Ну и, в принципе, это будет интересно смотреться. То есть, когда свои регионы между друг другом играют и реально выясняют, кто из них там лучше. Но, опять же, очень обидно, что это все онлайн. Если бы это были лан-турниры, знаешь, когда реально приезжают Road to Rio, там, CIS, Европа и Америка, и они каждый в своей стране проводят ланы и играют, то было бы, мне кажется, круто, зрелищно, и, в принципе, система круто работает. Но посмотрим, как будет, честно. Про каждую команду несколько слов. Можешь, пожалуйста, сказать? Про просто информация, в принципе, более-менее понятна. Ну, Сума достаточно молодая команда, то есть там европейц играет, швед, Моу взяли они. То есть такой интересный состав, который может побороться, показать что-то на индивидуальном уровне, мне кажется, неплохо. В командном, не знаю, честно. Увидим их подготовку, опять же, уже. Virtus.pro, новый капитан Адрен. Не знаю, как все будет работать. У ребят там все было плохо с результатами в последнее время. Но им виднее, в чем у них там были проблемы и так далее. Типа, обсуждать их я не буду, если честно, и не стоит, мне кажется. Хорошо. Каждый регион — это команда с мажора. Помнишь, они же играли в Лимитерс, это бывший. Вот, так что они тоже могут навязать там борьбу, я думаю, некоторым командам из ПАДа. Да, из ПАДа. Это самый такой вот молодой коллектив, вроде бы, таких игроков. Из опытных Дима и Сотких. И молодых игрока. Там Декстера, который сейчас носится так на индивидуалочке, выносит всех. Я просто помню, что я был на московском лане, он ко мне подходил, всегда я спрашивал совета, как стать лучше, там, как ты тренируешься и так далее. Он приезжал там вообще с каких-то мест, в коммунальной там, по-моему, квартире или как-то так, там, чтобы лан в Москве поиграть там с командой. И очень злился, что там проигрывается и так далее. Ну, то есть вот реально целеустремленный парень, мне понравилось это тогда в нем. Но он задавал такие обычные вопросы, знаешь, как
как попасть в киберспорт, там, как вообще, чтобы все получалось, как тренироваться и так далее. Ну, вообще, знаешь, это турнир Best of 3 с каждой команды, и там могут произойти какие-то ключевые матчи, которые могут все решить. Много времени ты проводишь за компьютером, ты сам сказал, что... А остался вот этот вот момент с выходным? У вас есть какой-то выходной, когда вы можете... Есть. Ну, мы вот, допустим, примерно там 5 дней там мы поиграли праки, то у нас есть, конечно, выходные, потому что без отдыха тяжело. Нужно все равно свободный день человеку, чтобы там отдохнуть, расслабиться, может быть, там режим свой настроить, если поздно там ложился. Ну, нет уже, знаешь, у нас единого режима, кто во сколько спать ложится и кто во сколько там встает. Слушай, а как ты думаешь, это позитивно повлияет или негативно? Только честно. Такой домашний график, скажем так, когда нету такого контроля, как он был до этого. Ну, знаешь, все привыкли, я думаю, в нашей команде, что онлайн это такая тренировка перед, скажем так, перед буткемпом. А вот на буткемпе уже основная тренировка. И сейчас немного, знаешь, надо перестроиться, потому что мы понимаем, что буткемпа в ближайшие дни не будет. Нужно больше сфокусированным быть и реально тратить все силы на онлайн-тренировки и выходной реально отдыхать действительно. Ты не думаешь, что вот такой вот график сыграет с какими-то командами злую шутку? Ой, не знаю, если честно, мне кажется, это будет уже видно на ланах. Но я думаю, такое вполне возможно. Есть команды, действительно, с которыми мы играем праки, которые, я считаю, что в онлайне в 5 раз сильнее играют, чем на лане. Ну а как это будет именно после? То есть вот такого длительного периода без ланов посмотрим, не знаю. Что вообще с нашими картами? Какую бы ты карту вообще обновил бы уже? Может быть, убрал бы? Тебе есть какие-то карты, которые уже надоели? Может, Даст? Не приелся ли тебе? Честно, нет, Даст мне не приелся на самом деле. Это достаточно такая сбалансированная карта, реально. То есть там респы на длину, к примеру, там всегда одновременные тайминги, интересно, всякие команды могут придумать много интересных вещей. А вот карта Мираж, она, знаешь, уже однообразная, то есть занимание медла практически всегда идет, и после этого какой-то сплит на точку. Ну, так можно, конечно, про все карты сказать, да, но Мираж в этом плане однообразная. Ну, мы работаем пока над дефолтом. Ну, знаешь, просто вообще логично работать над картами, которые пока что точно в пуле будут. Слушай, ты, кстати, видел, что Неймар вместе со своей мамой, с одним из киберспортсменов, там что-то тусовались, ели шашлыки, а потом оказалось, что Неймар мама встречается с молодым парнёчкой. Видел? Да, я видел. Ну, как тебе эта новость? Как тебе эта новость вообще? Слушай, я, честно, поугарал. Ну, над этой новостью немного такое шоковое состояние, но вообще я слышал, мама с этим парнем уже расстались. Ну, я думаю, знаешь, чувак такой потусил с Неймаром такой пару дней и все. Такой, там, ну, я с ним поиграл, финты поделал, там он мне показал что-то, ну все, тогда я ушел. Пивка, может, попил в Бразилии. Так незаметно флик дал, пока бежал. Что по поводу Дигла? Его ж пофиксили. Слушай, ну когда Дигл в прыжке убивал вот так вот, это просто забавно было. Я зашел он там на имбосс. Понятное дело, что в игре это тяжелее реализовать, чем там на пустой карте с ботами, да? Или на дейме. Но вот Саня сказал реально правильную вещь. Дигл это был реально сбалансированный пистолет, который помогал выигрывать форсы, если ты умеешь стрелять с него. И лучше бы его не трогали. И лучше бы его действительно не трогали. А вот, допустим, СГ даже понятно. В упоре, Леха. Ай, и он с диглом, и тот с диглом, да что ж такое? Ну вот то, что СГшку зато понерфили, это круто, потому что она стала реально очень медленно стрелять, и те хайлайты, которые раньше выдавали люди, с ним уже невозможно просто выдать. И я тебе скажу, знаешь, как это повлияет на компетитив Counter-Strike, то, что СГ понерфили? Я думаю, что процент выигранных форсбаев за атаку будет где-то ниже на процентов 10-15. Лёх, садись на меня, давай упадем. Контент такой жесткий, профессиональный. И падаем вместе. Опа. Хорош. Хорошо, а как тебе Warzone? Слушай, Warzone, когда я начинал в него играть, был достаточно интересно, потому что мне радует такого плана игр, именно жанра. Но сейчас он достаточно уже как-то надоел, не знаю, однообразный как. Кирюха, ну что, спасибо тебе большое, что выделил время. Мы постараемся сейчас вытащить наших остальных ребят, которые еще не были у нас на канале во время карантина. Ребята, спасибо, что смотрели, ставьте лайки. Нам надо еще совсем немножко подписок для того, чтобы нас было 1 миллион.
С вами был Алексей Костылев, Кирилл Михайлов, он же Бумыч. И мы сегодня играли 1 на 1 и общались в режиме лайв. Спасибо, всем пока.